Недавно мы делали обзор на Dreamy R10, а теперь познакомимся с его профессиональной версией. Раньше пылесос был белым, а теперь стал черным, но это далеко не единственное отличие. Dreamy R10 Pro стал мощнее. Заявленная сила всасывания 22 килопаскаля, раньше было 20. Аккумулятор держит заряд 3000 мАч, раньше было 2,5, а в коробке появилась дополнительная насадка для паркета. Это все или есть другие отличия? Какова фактическая мощность и справится ли R10 Pro с тяжелым ковром? Протестируем пылесос и ответим на все вопросы в фирменном обзоре Best Robot. Сперва выясним, что находится в коробке. Тушка пылесоса. Адаптер для подзарядки. Переходник не нужен. Универсальная насадка, как у R10. Дополнительная насадка для паркета. Моторизованная насадка для мебели. Телескопическая насадка с узким носиком. Насадка 2 в 1 с широким носом. Удлинительная труба. Такая же инновационная, как у R10, хотя звук обычный. Держатель на стену, чтобы пробегающий кот не опрокинул пылесос. Двухсторонний скотч или дюпели, если не жалко штукатурку. Подробная инструкция на разных языках, включая русский. Гарантийный талон, если покупаете пылесос в России. Краткий мануал для шахматистов. Комплектация хорошая. Не часто увидишь пылесос с отдельными насадками для ковра и пола. Касательно запасных фильтров, нет проблем, все можно найти на маркетплейсах. Характеристики на экране. Сила всасывания возросла, аккумулятор стал мощнее. Неудивительно, что R10 Pro полноценно заехал в средний класс до 25 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Дважды в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Компоновка R10 Pro ничем не отличается от обычной версии пылесоса. Вертикальная колба, сбалансированная рукоять, мотор и батарея в разных сторонах, механическое управление. Изменился только цвет пластика, теперь он черный, матовый. Из коробки выглядит очень солидно, а вот в процессе эксплуатации нужно регулярно вытирать его тряпочкой, иначе, проходя мимо пылесоса, гости будут вскрикивать. Из колбы можно быстро вытряхнуть мусор, либо все разобрать и прочистить. Фильтрация состоит из юбки на сепараторе, металлической сетки, микроциклонов, матерчатой мембраны и HEPA-фильтра. О его классе данных нет, но я бы на этот счет не беспокоился. Редкая пылинка долетит до HEPA-фильтра при такой предварительной фильтрации. Батарея съемная. Кроме повышенной емкости, которую вы можете увидеть на наклейке в стоп-кадре, ничем от R10 не отличается. Даже бесполезные клеммы перекочевали в профессиональную версию. Батарея по-прежнему заряжается только в пылесосе, гнездо для адаптера в рукояти. Управлять можно одной рукой. Указательный палец запускает мотор. При включенном замке достаточно однократного нажатия. Большой палец сдвигает слайдер. Чем выше, тем больше мощность. Всего 3 позиции. Дисплея у этой модели нет. Режим определяем по положению слайдера и шуму мотора. Заряд аккумулятора по точечному индикатору возле рукояти. Теперь пробежимся по насадкам. Универсальная насадка массивная, с выступающим вперед бампером, в который вмонтированы светодиоды. Углы поворота ограничены, колеса среднего диаметра, для тонких ковров. Главная особенность этой насадки – задвижка. Открываем, чтобы собрать крупный мусор. Закрываем, чтобы повысить мощность всасывания. Щетка стандартная, с чередованием жесткой и мягкой щетины. Зубчики в раструбе установлены только у воздуховода, и, как показало тестирование R10, этого оказалось достаточно. Насадка для гладкого пола легкая и компактная. Бампера с подсветкой нет. Валик ничем не ограничен. Это должно помочь при уборке вдоль плинтусов. Вместо больших колес большой опорный ролик и 2 маленьких. Все они находятся за раструбом. Волос будет наматываться немного. В раструбе установлены зубчики разной длины, чтобы счищать с валика шерсть. Насколько эффективно это будет работать, узнаем в процессе тестирования. Насадка для мебели обычного сиамишного исполнения, с поворотной рамкой, но внутри новая щетка с ламелями, как у R10. Решение заменить щетинистую щетку мне кажется спорным. Лучше бы сделали нормальный замочек, который можно открывать без монеты. Щелевая насадка раздвижная – это плюс, но с несъемной щетиной – это минус. Между подушками дивана не пропылесосить. Насадка 2 в 1 стандартная.
Такую же точно вы найдете у 90% других вертикалок. Впечатление от первичного знакомства хорошее. Пластик среднего качества, тактильно приятный, хоть и уступает более дорогим моделям производителя. В плане сборки могу отметить повышенные люфты как в нижней, так и в верхней точке фиксации трубы. Не сказать, что все болтается в разные стороны. Бывало и получше. В полном сборе пылесос весит 2 килограмма 700 грамм. Хотелось бы на 200 грамм меньше, но в целом приемлемо. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечил 10,5 минут работы в максимальном режиме мощности. Получше, чем у R10, но все равно ниже среднего показателя в 12 минут. В тихом режиме производитель обещает 65 минут работы. Значит, в среднем на гладком полу можно рассчитывать минут на 35. Даже для большой квартиры этого времени хватает с головой. Ну а если у вас не квартира, а трехэтажный дом с 10 спальнями, можете купить еще одну батарею. Правда, стоит она как полпылесоса. Уровень шума на пару пунктов возрос по сравнению с обычной версией. На максималках прибор фиксирует 74 дБ. Шум шелестящий, средней высоты, слух не режет. Рост производимого шума связан с повышением мощности, хотя первый режим стал слабее, теперь он на уровне бесполезности. 13,2 метра в секунду и 6,5 килопаскаль. А вот на максималках анимометр фиксирует 31,8 метра в секунду. Показатель выше среднего. У большинства аналогов пиковое значение 30. При этом максимальная сила всасывания никак не изменилась по сравнению с предшественником. Те же 22,5 паскаль. По итогу получается, R10 Pro мощнее, чем R10 на 7%. Дополнительная проверка на щелевом стенде. В первом режиме R10 Pro выступает даже слабее. Рабочая зона 4 мм, как погрешность 6 мм. Второй режим такой же, 8 мм с заходом на 10 мм. А в третьем вычищает весь стенд. Насчет уборки ковролина нет сомнений, а вот сможет ли глубоко прочесать ковер – это вопрос. Но начнем с ламината. Насадка с паркетным валиком куда эффективнее универсальной. На средней мощности собирает мусор с первого проезда и, как мы предполагали, убирает у стены при фронтальном подходе. Даже в углах ничего не остается. Единственный минус – при экстремальном загрязнении, как на стенде, валик отфутболивает отдельные соринки, и за ними приходится возвращаться, но это скорее исключение из правила. На ковролине включаю максимальную мощность. Здесь уже нужно делать по 2 прохода, а соринки у стены не так охотно прыгают в раструб. Приходится их уговаривать. Даже с валиком ковролин удалось прочистить на глубину. Никакого мусора не осталось, не считая наполнителя по углам. Валик по итогу чистый, зубчики справились хорошо. А вот на опорный ролик волосы все-таки намотались. Его придется частенько доставать и чистить. На тяжелом ковре используем насадку с щетинистой щеткой. На каждом участке я сделал те же 8 проходов, что у обычного R10, но результат лучше. Визуально ковер чистый. Может, какие-то соринки и остались в глубине, но их еще нужно поискать. Пылесборник забит мусором разной фракции, начиная с кофе и песка, заканчивая семечками и наполнителем. А турбощетка чистая. Шерсти и волос на ней нет. Касательно других насадок. Щелевая поможет собрать грязь после того, как вы пробурите стену для установки кронштейна. В сочетании с насадкой 2 в 1 ее можно использовать для уборки на столе или в шкафу. Насадка для мебели может и не идеально собирает волосы, но пыль вытягивает будь здоров. В прямом смысле слова. Вот результат за 5 минут работы, а ведь на этом вы спите. Подведем итоги. Dreamy R10 Pro действительно стал мощнее и лучше. Прибавка в мощности хоть и небольшая, но ощутимая, особенно при наличии новой насадки. Паркетный валик чистит ламинат с одного прохода и хорошо убирает вдоль стен. Универсальная насадка теперь на топовом уровне справляется с мохнатым ковром. Жаль, что так и не появился дисплей, автоматический режим и док-станция, но тогда и ценник был бы выше. По системе оценки Best Robot Dreamy R10 Pro набрал 70 баллов и максимально приблизился к 5 лучших all-time вертикалок. Хороший вариант для средней квартиры с коврами, животными и мягкой мебелью. Подписывайтесь, чтобы не пропускать обзоры Best Robot и всегда знать, что скрывается под упаковкой. Не забудьте поддержать ролик лайком, а пока и до новых встреч!